Друзья, всем привет! Приближаемся к нашему приюту рыболова. Думаю, так можно назвать этот лесной домик, который мы надеемся закончить до наступления морозов. Вещей и стройматериалов сегодня очень много. На глиссер выйти вообще нереально. Но это ничего, сейчас мы запустим наш турбонагнетатель и мигом домчимся к цели. Я думаю, вы поняли, что это буржуйка, но это не обычная буржуйка. Таких вы наверняка еще не видели. Она сейчас закрыта под кучей вещей. Еще немного, минут 15-20, и мы будем на месте. И я покажу, что это за чудо мы с Юрой сотворили. Таких печек, это монстр печь, супер печь, не знаю как назвать. А водички-то добавилось. Водички добавилось, и добавилось неплохо. Все есть. Так, теперь хуже вытягивать лодку будет. Смотри, сколько воды добавилось. А чего хуже? Ближе. Потому что там ее катить все равно, она сюда не дойдет. Теперь по воде надо будет идти катить ее. Ты что, пенечек, будешь рыбу ловить? Да. Дощечка приплыла хорошая. Да. Это наша дощечка. Это, говорит, наша корова, и мы ее доим. С собой гирю возишь? Да. Откуда ты знаешь? По весу, да. 24 килограмма. Карлос, ты тоже ерундой занимаешься, как и мы с Юрой. Нам пишут, вот дядьки взрослые строят шалашики, делать им нечего. Песочница играет. Вот так в первом приближении выглядит наша печурка. Набрал через верх сапоги, ноги мокрые. Так, ну что, достаем печку, да? Печка. Печечку, щепочница. Блин, Страшно аж нее даже дотрагивать. Ну, давай. Блин. сколько грибочков-то. Ага. Залазим сюда. Думаем, как бы удобнее вывести дымоход. В общем-то, планировали в эту сторону, через дровник, так сказать. Потом есть мысли туда повернуть на 90 градусов. В общем, сейчас выставим на кирпичики, нужно приподнять ее, чтобы конвекция лучше была снизу, прогревалась. Ну, скорее всего, наверное, сюда, да, Юра? Мне кажется, сюда самый нормальный вариант. Если ветер, как правило, с реки, чтобы все искры туда летели и на камыш никак не могли попасть. Ну, на камыш они, будем говорить, не попадут, потому что камыш закрытый с той стороны линолеумом, не попадут. А с этой стороны мы чем-то, я думаю, закроем. Чтобы не было видно. Я вот еще что думаю. Ну, в принципе, можно отрегулировать кирпичами, чтобы плита лежала ровно. А можно еще чуть-чуть, чтобы ты говоришь, повыше поднять, подкопать, выровнять пол здесь чуть-чуть. Площадочку под этим самым. Не хочется сильно поднимать печку, потому что чем ближе она будет лежать к земле,
тем она же будет греть холодный воздух. Если мы ее затерем сильно высоко, вверху будет жарко, внизу будет холодно. Это точно. Лучше ее, конечно, вообще. Конечно. Поэтому вот я за что и говорю, что вот под печку, где она стоится, сейчас вот хотя бы на штык вырыть, и на штыку она будет там ямка, и там уже выложить на камушки. Ямки в этой камушке. На кирпичи. И там она будет в самой низине. Конечно, неудобно готовить будет, но она же, в принципе, нам как-то мы приспособимся готовить. Но главное, чтобы она пониже была. Согласен. Так, ну нам же сильно вкапываться не получится, надо, чтобы у нас дверца открывалась не сильно глубоко. Нет. Смысл в том, что мы ее так установим на таком уровне, я буду сказать. Только чтобы надо нам, чтобы под ней было пространство. Ну, вот да. на таком уровне, но чтобы было пространство. Значит, нужно на штык хотя бы прокопать, чтобы она на весу у нас была. О, Карлос нашел себе новую будку. Карлос, это вообще кошмар. Это ж печка, ты там сваришься. Главное, чтобы... Он же ж такой любит, где тепленько, может залезть и туда на прогретую. Смотри, как что, жарко очень будет, да? Да, да, будет жарко очень. Что такое? Чуть не упал? Лопата в одну сторону, кирпич и в другую. Ну да, я же тебе говорил, что надо аккуратно. Такая... Карлос меня сбил, пронесся как Шумахер между ног. Я подскользил. На тебе эту лопату, она вроде получше. Я вот думаю, куда землю девать? А? Ну куда? Где у нас, где огород будет? Не знаю я, где будет огород. Я не знаю, где у нас даже будет туалет. Не только огород. И ванная комната. Где твоя была умная мысль? Ты спрашивай. Я хотел сказать, где тачка? Тачки нету. Грязь не неси. О, смотри, там уже мыши бегают, как у себя дома. Мы еще здесь не заселились, а Да, они уже, да, уже мышки там. Ту-ту-ту-ту. Вот особенно нижние, вот там, где щелей нету. Надо их там Надо замазать. найка надо сюда. Опа. Вот так. Теперь надо налить водички во какую-то емкость. Пока у меня поставить такое такой- ощущение, что где-то рядом. Да, и эта сторона низко чуть-чуть, видишь, дверца. Вообще не, нормально. Дверца. Не, классно. И смотри, здесь будет все снизу вот так вот тепло идти сюда. Проверяем с Алексеем, как выставили печку. Вы знаете, вроде выставили мы ее с первого раза. Идеальное положение нашли ей на камушках. И она стоит так устойчиво. Она тяжелая, просто придавилась. Да. Хорошо, и все. По-моему, не будем ее больше трогать. Пусть она так и стоит, да? Можно Тебе не кажется, что газом? газом, да, надо закрывать. Комфорки позакрывай газовые. Слышишь, газом звонят. Газ пустили нам, друзья, газ. Да. Ну, вот же газ, забыл. Ну да, газовые баллоны. Так, ну что, Будем топиться газом. так, все. Не, конечно, лучше бы ее поставить, выставить на глину, Леш. На камни, чтобы камни стояли там устойчиво. Ну, потом
фиг угадаем, чтобы оно так стало. Да? Угадать, значит, я тебе сейчас расскажу, как угадать. Значит, сейчас мы возьмем глину, положим на все 4 угла и так раз на глину ее опустим. И все. И потом постучим каждый угол, как положено. Забетонировалось. А? Забетонировалось. Да, уже такой, что мы его теперь будем перемешивать долго. Ходить можно, наверное, нет? Да-да. О, тут уже и выпал себе, смотри. Это уже... Можно на рыбалку. А меня в комментариях пишут, мол, а что такое за название написал? Залили пол и подняли стены. Ну, стены, ну, подняли на какое-то, сколько смогли, сколько успели, подняли. И А пол что залили? Вот залили пол, бетон, видите? Залили. Тут же яма была. Залили. Все честно, все без обмана. У волшебника Сулеймана. Глина на кого-то так похожа. Или на что-то так похоже. Или на кого-то. Мне вот посоветовали тоже. Увидели, как я лопатой эту глину ковырял от этой отвесной стены. Ну, видно, что не просто она отходит, отбивается. Посоветовали, говорят, возьми топором, будет быстрее, проще, наверное. Да, нормальная идейка. Я вот подумал, да, с глиной как бы проблем нету. Даже мороз вдарит, все равно пришел с топором, наколотил, там ведерочко другое, да? Ну, можно да. наколотить. А здесь она уже отойдет. А вот песок, так называемый, ракушку, нам надо бы заготовить, потому что когда она замерзнет, уже ее не укопаешься. Кстати, по поводу ракушки. Уже мне там столько комментариев, что говорит, что вы там неучи какие-то. Вы знаете, что правильно ракушка. Ага. И меня в школе учили. И... А по-моему, ну, я не знаю. Конечно, я помню, что в детстве ее называли ракушкой, но вообще, по-моему, правильно говорит ракушка, а не ракушка. Ну, рак, наверное, проверить. Ну. Рак-отшельник. Ну, наверное, Ракушки. потому что, ну, это... Раковина. Ракушка, нет, ракушка. Ну, вот если говорить, продают ракушка. раковина. Раковина, да, ракушка. Не раковина. Не раковина. И не Может. раковина. Я, если честно, не знаю, но Не, ну, а по-моему, да. мне так привычно. Ракушка. Ну, да. Ракушка. Меня там стыдили, говорит, я один, я не знаю, комментарии написал. Я тоже учился в советской школе, но я не слышал, что это за слово такое ракушка. Где вы ее взяли, это слово? Да оно все время было. То, наверное, кто-то не слышал. И так возмущается. Я тебе скажу, у меня бы, если бы не моя неграмотность, и не было бы столько просмотров на видео, там, где я полгода написал раздельно, а не слитно. Мне очень много говорили, как же ж ты, неуч, это, блоги пишешь свои. Научись сначала правописанию, короче. Кстати, да, а там же есть, там же учителя есть, все они проверяют, все как ты написал, как ты отвечаешь, с ошибками или нет. Хотя, если так подумать, в основном на все комментарии ты отвечаешь в телефоне. В телефоне нажать на ту клавишу, на которую ты хочешь. Там, ну, я сколько помню, ну... Понятно, что я уже и не вижу все. Да, да, ты там просто даже не видишь. Так, это интуитивно. Нажимаешь на эти кнопки, что вроде тут она должна буква где-то стоять. И все, там можешь написать все, что угодно. Ну, хотя я честно хочу сказать, я по русскому языку, ну, не блистал в школе, честно хочу сказать. Вот. Он мне как-то не привлекал. Да, я тебе... Водички, уже надо, водички, и уже надо перемешивать раствор.
замес сделать. Ну, давай тогда что, я за водичкой пошел. Давай за водичкой. А где за водичкой сначала надо сам этот, как он правильно тоже называется, миксер или как он? Теперь уже рот не откроешь без словаря. Ну да, надо теперь словаря даль русские заказывать. Так что, наверное, надо переходить на якусь другую мову. українську. Да. Українську ми теж гарно знаємо. Можемо балакати. Нема питань. Да. Так що Кому не подобається, шукайте, де правильно розмовляють. ты за водичкой, Леш? Да. Ой, хорошо, кстати, я тебе хотел сказать, не надо идти черти куда, вода под самым носом. Юра, иди покажу, что у меня с пилой произошло. Что? Вы же помните, в прошлый раз у нас пила стала очень плохо резать. И цепь вроде как достаточно острая, но до какого-то момента она перекашивалась полотно и переставала резать. Я, короче говоря, поставил полотно вот маленькой пилы, маленькую шину. Сейчас А, ты на посмотрим. пилу, на ту, на свою новую пилу поставил маленькую шину, да? Да, посмотрим, что из этого получится. Как она будет резать. Ну, в принципе, она должна резать, как и резала. Может быть, даже будет лучше. Посмотрим. Нагрузка будет на пилу меньше идти, Ну, по идее, да. на двигатель. И вот такой зубастик, головастик. Ну, и цепь тут новенькая, да, у тебя? Она не прямо новенькая, Не сильно но- ты ее натянул, но смотри. свежая. Там, Сильно натянута. да. Надо, чтобы ты, когда подтягивал, были, смотри, не нажимай. Просто рукой. Это сильно перетянутая цепь. Ну сейчас. тут, понимаешь, вот эта вот штука, она, ну, чик-чик, как будто по зубьям. И Мгм. вот я меньше сделаю, будет сильно слабо, я не знаю. Ну, можно меньше. Сейчас найду ключик, попробую сделать меньше. Юра, есть проблемка. Я не тот ключик взял. Я взял на 10, а там на 12. Есть у тебя что-нибудь на 12? Нет, у меня на 12 ничего. Только вот плоскогубцы такие вот есть. Не знаю, сможешь ты открутить или нет. Я не знаю. Больше у меня ничего нет. А от этого шуруповерта, может, головка на 12, не? Ничего такого нет? Нет, там на 10. На 10. Блин, я взял, ну, случайно перепутал, взял с той пилы. С той шины. Угу. Плоскогубцами не могу открутить. Что? Плоскогубцами неудобно. Можно слезать, как бы на крайний случай можно. Я думаю, что пробовать так, пока натянуто. А если, А ты что? А ну держи. если прослабнет, Держи. тогда уже подтягивай. Все. Работайте, сэр. Блин, оно намокло и стало неподъемно. А когда же они теперь высохнут, а? Эти бревна, это вообще кошмар. Я не У нас знаю. такая печь. Два Вообще, дня, да, и тут, 2 дня тут и- в округе все деревья сухие будут. Так, ладно, я мешаю, замешиваю, размешиваю раствор здесь. Ты там занимайся. Ты лучше размешивай, не надо мешать. Так я за что я говорю, мешать я тебе не буду, буду размешивать раствор.
зверь. И рез вроде бы ровненький. Смотри, как режет. Ну. Зверюга, а не пила. Так, а смотри, как ровненько срез Ну, какой-то. ровненько. Вообще. Да. Да. Ну не то чтобы сильно ровненько, но я сам, Ты- похоже, ты- закосил. Ты начал середине, он уже провисла, видишь? Ты в конце начал уже ее насиловать. Будем говорить, так давить, что... Потому что я увидел, что она начала косить. Да? Короче, я не знаю, может у меня руки такие кривовастенькие. Так, я сюда не сильно толстое бревнышко. Ну да. 80. 89. Тут под это разгребешь чуток или ты уже... Да я сейчас, не, сейчас я раскрою. Конечно, ее надо, чтобы туда углубь она зашла, чтобы она была в земле, чтобы не сильно грелась. Сейчас я раскопаю. Слышишь, тебе не кажется, что она бьет больше, чем тогда? Вот как-то она бьет так. Ну, бьет. Да? А тут корень. Нет, там просто в глубину надо. Где? Она какую глубину? Там вот так вот она не садится, Леш. Я же зашел с той стороны, она вот тут вот на весу. Потому что середина уперлась. Не середина, потому что она не залазит туда по этой самой. О, теперь ладно. Но все равно она выше как-то лежит. Саморез там остался. А что ты не откручивал? Потому что тут глины вот такой слой. Пошел, говорит, дай мне битку, саморез взял, оторвал, говорит, не откручивается. Ой. Порвалась. Ну, куда, конечно, она не открутится. Подожди, там ниже ж она сядет, смотри, ты куда меряешь. Куда-то я видел. А, в проем туда, да. 69. Так, я сейчас тут уберу. Нормально. Как тут и было? Не, ни хрена никак тут было. На весу висит. О, вот это оно. Погодка сегодня. Штиль. Вовремя мы камыш косили. Теперь весь в воде. Карлос,
Иди, там у тебя одеяло я привез тебе, постелил. Ты ж видел? Иди там отдыхай. Ты видел, какое одеяло мы привезли? Бархатное, желтое. Да. Это не видел, что ли? Не. Ну как, печка была завернута. А, то. Да. То есть бархатное покрывало. Помнишь, раньше Так были оно там, велюровые? внутри, в будке у него. Вот там она. В будку нет, я с будки достал. Я будку обернул, чтобы она теплее была, а потом мы Теперь приехали. надо вовнутрь положить. Я думал тоже, когда он вылез оттуда с печки, я думал, он туда его затянул уже. Карлос, вот ты негодяй, а? Я скажи, хороший собака. Да, Карлос? Да, я тебя поглажу. Хочешь? Давай. Иди гуляй тогда. Все. Так, а ну смотри, подходит. С этого можно. Да, отлично, видишь? Да, по веревочке пойдете. А теперь надо вот сюда вот пенечки, видишь, какие отпилить? Наперед сразу, чтобы положить. Куда? Сюда? Ну, вот сюда, конечно, да. Сейчас. Замери сразу отпилить. 15, 14, 15. Давай сразу я на плечо ему. Хорошая. Карлос, текай, текай. А? Вот это вот подгнившее, да. Оно же мокрое. Когда высохнет, оно, по-моему, прекратит дальше. Не, гнить прекратит, она начнет высыпаться, там мошки начнут жить. Красота получается. Это же у нас фасадная стенка. Должна быть как в Лувре. В Лувре такой паркет скрипучий. Не представляешь. Ну, красивый. Ну, я там не был ни разу. Но надо когда-то мотануть на выходные. Пора уже.
Карлос, рано еще. Да. Рано еще. Ты уже два раза сегодня ел. А я один. А Юра вообще, наверное, ни одного. Да. Можете как-то отойти. Накорми его, чтобы он не бегал. Да и все. Так он не голодный. Иди, вечно голодный. Попробуй только не доесть. Вот только кашу не съешь. Есть. Ловите. Так. Теперь сюда в чурочку. Вообще ладно. Сюда вовнутрь надо. Мерить. 17. Что еще, какие размеры? Обычные? Да, теперь Сюда пока вот сюда вот. Смотри. Нет, сюда. Сейчас я сюда щепку какую-то положу. И вот это вот что переложить надо будет. Вот так. Какой из них? Вот это вот. Смотри, ты видишь, какой раствор? Да. Ну, я тебе скажу, конечно, редковато немножко, но довольно можно. Он такой равномерный, пропитался хорошенько. Да, да. Вот эта длинная туда не забьется уже. Какая? Вот это. Вот это? Да не. Не пойму, какая. Вот это? Вот это, да, такое ощущение, что тут выпирает. Не вылезла она. Вылезла. Давай надпилю, ты отколешь. Забыл намазать. Я ж примеряю. Опа. Есть. Вот такая подойдет сюда. Да, пойдет. Только надо спилить край вот этот вот и выколоть. Ну, будет криво лежать, надо ровненько, чтобы. Вот смотри. Вот так вот раз. Сантиметра 3. Да, сантиметра 3. Выколи. Вот так. Вот так вот, да. Вот так вот. Сныть.
Смотри, палец не забыл. Хорошо. Смотрю. Слышишь? А еще можешь сколоть? Еще чуть-чуть. Вот смотри. Видишь? Не касается. На пальчик. Давай. На палец. О. Это мы к срубу готовимся, Леш. Да, Чтоб уже и топор, да, а то смотри, топора нету. Вот так вот. уже уровень. Да. Вот так вот. Она ж худоватая. Да мы сейчас, подожди. Худовато это ж не тонковато. Опа. Что-то никак мы до этого угла толком не дойдем, не доберемся. Пополам, да? Да, 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 да. Ух ты, что не сильно. А ты бы в трещину бы ударил и сверху бы другой чуркой, Леш. Вставь топор в трещину и другой чуркой. Блях, а шо она такая? Сюда ложи. Да в яму накопали яму. Накопали яму. Как-то неуклюже получилось. Как-то неуклюже, и угол тут спиленный как-то некрасивый. Там я не пилил, он старый. Давай наоборот попробуй. Там более-менее спил. Ну давай сюда. Еще один. Да. Можно на сантиметр длиннее. Пока хватит, пусть она здесь будет. Вот это была короткая, теперь длинная стала. Она вся шевелится. Сейчас будет короткая. Хорош уже уперлась. Хорошо, все-таки, что мы сюда на низ положили хорошие бревна, толстые. Они напереди здесь быстро не пропадут, будут долго лежать, 1000 лет. После нас еще сюда придут туристы, скажут, это в каком веке делали? В 21-м, какой отстой! Какая красота, скажет. Скажут, да, то ли какая красота, то ли какой отстой. Но смысл в том, что для них, что для 22 века, это будет уже старые технологии. Какого 22-го? 27-го. 27 века. Как минимум достоит. Я за глиной пошел, наверное. Пошел за глиной, да? Надо успеть, чтобы она хоть чуть-чуть вот только Да, раскисла. раскисло. Но я думаю, сильно большой замес мы делать не будем. На пару ведер глины. Пару ведер глины и это сколько получится? 6 ведер песка.
Не знаю, видно ли будет на камеру. На той стороне такое необычное свечение, как будто заснеженные деревья. Здесь следов сколько, кто-то топтался. Кабанчики или кто-то. В следующий раз нужно взять с собой топор. Будет явно удобнее, чем лопатой. Ой, чуть бы не привалило. Мокрая совсем плохо сеется. Да, мокрая не только плохо сеется, она еще и тяжелее. А один комментатор там у меня был, написал, знаешь что? Неужели ты узнал, что мокрая хуже сеется и тяжелее? Ну, послушаешь, ну такие умники все, да? Ну, не все, конечно, но есть такие умники, которые хочет сказать, что ну тут совсем идиоты собрались, вроде бы как. Землянка старая, которая была, друзья, если кто не знает, так вот она вся держалась вот на этих проволочках. Зато уже меньше нужно будет водички. Что тут уже, помощник? Так, Леш, что, высыпаем или ждем, покуда раскиснет? Я только воду залил, считай. Ну, значит, надо, чтобы она немножко раскисла. Фонарик пока включу, уже темно совсем. Да, уже надо сюда фонарик включать. И один. Не, я в 2 взял. Вот это мы сейчас укроемся баннерами. Грязные, старые, но все теплее будет. Ну да. Там еще есть, это не все. И все. Да я думаю, пока хватит, а там будет видно. Ну да. Отмерил ты 2 Да ну, как-то так отмерил. Давай ее ровненько. Не будем складывать напополам. Давай, сложно. Чтобы край не был ровный. Край.
Пристегай. Вот тут вот так. О. Хватит. Отлично. Вот, смотри, дверь какая. Это вообще плотничком притвор отличный. Не Главное, скрипит. что- Не скрипит, главное. Только шуршит. Да. Так, есть. Так, выше не надо. Это так. Ну да. Вот так вот на меня. На мои пальцы режь. Оп. Покромсали. Бедный баннер как. Да он свое отслужил еще давно, потом в землянке отслужил. Теперь еще и здесь, да. Да. Степлер у меня. Давай отсюда обить, здесь мне светлее. Знаешь, как анекдот? Говорит, что ты здесь ищешь? Говорит, червонец потерял. А что здесь? А где потерял? Вон там. А что здесь возле столба ищешь? А здесь светлее. Поэтому и мы так. Все, двери закрываются. Двери закрываются. Как мы быстро заложили эту стену, глянь. 5 секунд и она уже... Дело мастера боится. А ладно, смотри, какие стены красивые. Да, уже и обои готовы. И обои готовые, все как положено. Ладно, что, включаем газ и отапливаем. Да, да, да. Значит, Алексей сейчас хочет заложить вот ту заднюю стенку кирпичом. Ну, чтобы она не прогорала, задняя стена, потому что огонь со всей плиты будет идти туда-назад. И, возможно, она быстро прогорит. Чтобы она не прогорала, Алексей сейчас нам заложит ее кирпичом. Так же, Леша? Ну, я попытаюсь. По крайней мере, попытается. Надеемся, что все-таки получится. Первая ведерочка. Получается, Леш? Получается, надо теперь туда как кусочки Четвертинки. сверху. Ага. Ну, надо как-то их разбить топором, что ли. Ну, да. Не хочется топор тупить. Да что им только уже не и глину долбили, и в землю копали. Я думаю, Ну да. уже не страшно. Что? Ой, классно ты так попал. Смотри, вот тут как раз тебе пойдет. Видишь? Только он наоборот у тебя отломался. О, О, видишь? Уже 3 кусочка, пожалуйста. Дождик начинается. то мыши бегают. Да? Там они как трактора, я видел. Ну там же ж мы им сделали, пусть они нам спасибо скажут, мыши. Я думал, там какой-нибудь
Не знаю, Карлос думал там лазит. Какой-то бурундук или кошка. Так, ладно, давай. Ложим, ложим. Правей. Немножко левей. Прямо, прямо. Хорошо. Все получается. Карлос, отойди. Это не твоя будка. Задняя стенка была такая гниловастенькая, когда варили. Было много дырочек, приходилось латать. Решили заложить кирпичом именно эту заднюю стену, чтобы подольше прослужила такая мега печь. Ну что, сейчас будем одевать трубу и пытаться растапливать. Это отбойник огня. Ставим мы его вот так в печку, чтобы он не заходил сразу сюда, огонь не проходил, а вокруг и зад заходил. Все, вставляем. Опа. Надо еще выше ее, да? Ну, будем допускать позже уже, наверное. Или как? Да еще можно туда вот такую хотя бы ее. Или Я нет? боюсь вот это вот сегодня. Ну а там как мы? Что вот так будет идти прям туда огонь? Нет, туда доточаю. Да? Туда. Ну давай туда доточим. Сейчас я хочу подвязать ее к дереву, чтобы она висела. Ножницы боевые. Фух. Короче, ты перегрыз, Да. не перерезал. Хотя еще, глянь, не смотрится она так еще хорошо, красиво. Та сторона вообще плохо, а эта, глянь, ровненько прям. Как вроде бы заводская. А ты говоришь, ножницы у меня плохие. Руки золотые. Ну да. Неважно, откуда растут руки, главное, что они золотые. Да-да-да. Так, ну Куда, что, сверху или снизу? да она такая лучше сверху, лучше сверху, лучше сверху. Лучше вообще такое не ставить. Но... Ну, давай снизу поставим ее. Я думаю, что снизу она станет. Первая тянется, она по кругу связана. Пароход получился. А проволока у нас еще есть? Да. Надо на растяжке трубу взять. Вот эту трубу, одну сюда, вторую до того столба прикрутить. Ну, у меня один кусок, на две растяжки не хватит. И носочки можно повесить, посушить. Да. Можно даже третью растяжку прицепить. Я думаю, на две хватит. Хватит. Вот это топка. Что это я нарезал такое? Туда надо бревна.
Ты слышишь бегемоты какие бегают? Да, я слышу. У нас еще предстоят кровельные работы. Как раз над печкой поврежденный линолеум. Нужно будет его залатать. И вот это взяли горелочку. Ну, а как раз с помощью нее можно растопить печь. Блин. Она ж идет сразу, выпрыгивает. Ты перевернул баллон, Ага. и она идет. Не подноси близко. А что за газ такой, я не понял? У меня раньше зажигалось. Ладно, у меня где-то в рюкзаке зажигалка мало. Баклажечка от масла, наверное. Текут. Ля, пожрали мыши. Дырок Попробую сколько. подпалить. Тут было масло. Подсолнечное. Да. Так тут было масло, оно вытекло. Ну, понятно, они его сожрали. Туда закинуть. Что-то у нас пока тягла нет. Как нету? Ну, дым сюда не идет уже. Да не надо мельче. Вот эту вот сухую вот. Эту порвать. Ты еще не вспотел? Нет. Как-то. Да, ты дров кладешь, а она пустая и пустая. Ты прикрывай чуть-чуть, а то дымит сюда. Не, ну тут, безусловно, она, конечно, когда разогреется, тут будет жарко, даже без стен. Но пока она у нас что-то не разгорается, дрова-то разогреет. Пароход. Пароход, ход, пароход. Сырые дровишки наконец-то разгорелись. Печь, конечно, дает много жара. Она далеко не на всю мощность работает, сейчас еле-еле пыхтит. Но все равно на ночь, конечно, надо будет вентиляции поуменьшить. У нас много еще открытых окошек. И вот здесь полностью открытая стена. Вот здесь полностью открыта. И вот еще одна форточка. А по ночам уже заморозки. Поэтому сейчас возьмем баннерную ткань и пристеплерим. Закроем лишнюю вентиляцию. Тук-тук, к вам можно? Можно, можно. Опа, есть. О, ну вот тут уже тепло. Вот твои листы. Дверь, конечно, узковатая. Ничего не поделаешь. Опа, есть. Вот это, может быть, мы думаем, мешало тяге. Значит, попробуем сейчас. Села, Да, да, села. Просто у нас дрова, мы сразу сильно крупные дрова закидали, а она еще не успела хорошенько разгореться. Надо к ней просто привыкнуть немного, как она работает.
В общем-то, немного как бы лучше стало. Ну, не Но- сказать, что критически. Я думаю, что она не мешает ни хрена. Да, не сильно она там мешала. Мебель пошла. Мебель заносит мебель. Мебель. Опа. Ух ты. Пару. Свою кроватку вспомнил. Давай, поближе вот это. Нет. О, Главное туда не стой. тут место останется как раз для столика посередине. Да, места достаточно. Так, ну что, надо ее протереть. Да, и садимся кушать. Да, и очень хочется уже позавтракать. Ну да. Наверное, с водичкой нужно. Наконец-то собрались перекусить. Юра пошел мыть руки, а я пока поделюсь первым впечатлением о мегапечке. Сначала, если честно, показалось, что очень плохо работает. Она поддымливала, тяга была не очень. Потом вытянули вот эту вот дополнительную перегородочку, и стало прямо Ташкент. Очень жарко, если учитывать, что двух стен, можно сказать, нету. Ну, вернее, вот здесь части стены и вот тут двух окошек, окна не... Ну, в общем, вы все понимаете. Я рассказывал зрителям о первых впечатлениях от печки. Ну-ка. Ну как, изначально показалось, что что-то не так. Поддымливало, тяга не очень. Ну, когда эту выдернули, вроде как она прямо закрыли поддувало, ну и жарище. Если учитывать, что стен у нас, можно сказать, нету еще. Ну уже жарко. Но жарко, реально жарко. Она сейчас в таком приглушенном режиме, дров там мало, даже, наверное, и четверти от объема нет там дров. В общем, я буду Юре предлагать здесь еще 2 окна поставить в этой стене. А эту стену оставим открытую. Чтоб не было жарко зимой. Да, Иначе мы тут от жары. да. Реально жарко, хоть раздевайся. Ну, хочу сказать, то морозов еще нету, еще не зима. Нет, 5 градусов сейчас. Ну, а утром будет и морозец, может около 0 быть. Ну, конечно, да. Нет, просто на ночь нужно действительно вот такие вот бревна закинуть, длинные туда, и чтобы она так тлела потихонечку, чтобы была температура такая постоянно рабочая, будем говорить. Так, ты опять со своим вредным Кем? рационом. Бляха, я взял сосиски, хотел на костре поджарить, на сковородочке их поджарить. Знаешь, какие вкусненькие будут? Ой, ну ладно. Завтра Я тогда. даже и не вздумаю их пробовать. Там вот такая ерунда, а не сосиски. Вот мясо, ребрышки, вот винегрет, лучок. О, кстати, я понял, что я забыл винегрет добавить в лучок. Вроде как он тоже туда добавляется. Кстати, я не помню, что тут у меня. Ну ладно. Так ты предлагаешь есть твое. А завтра каждый сам свое, да? Давай, говорит, мы сначала съедим твое, а потом каждый будет есть свое. Да. Итак, сегодня у нас будет первая ночевка в нашем Без домике. палатки, да, в доме. Без палатки, в домике. С Алексеем, кстати, Алексей, наверное, не говорил. Он такую мини-кровать принес. Она, конечно, такая низенькая, но нужно будет переделать там ножки. Я думаю, там нарастить что-то на ножки, и можно получится полноценная кровать. Ну там не только на ножки, там и на сами эти. Ну, Это да, на габариты. нижняя часть от шифонера старинного. Написали мне в комментарии кто-то, я не знаю, как раз мы жарили мясо тогда, и он пишет: Бог, да такому, говорит, мяску надо только 100, так там и 100 грамм не хватит, а вы на сухую.
Ну да. Так, ну что, друзья, приятного аппетита вам тоже. Карлос, тебе повезло, что утка. А у меня какие-то ребрышки без ребрышек попались. Как раз не повезло. Карлос, на. Опа. Вот теперь лови в комментариях, что трубчатые кости нельзя собачкам их давать. Это не трубчатые. Тут трубчастые. Мгм. Видишь, путячая нога. Мгм. Это курочка, чьи курочка, говорю, это утка. Утка домашняя, так что косточки здесь Съедобные. съедобные, да. Карлос, на. Помни мою щедрость. Но не наглей. Иногда. Ой. А как хочется прилечь. Ой. Вот это, друзья, о чем я говорил. Видите, как я сижу спокойно, облокотился на окошко. А если бы окошко мы сделали ниже, я бы не мог бы облокотиться, потому что окно было, помню, как раз вот здесь вот. То если бы мы сделали повыше, ну никак не облокотишься. Что ты? А где вторая баночка была? Ты не достала? Не достала. Да. Кетчуп. А, да. Мне не надо. Тебе не надо? Спасибо. А, хотя бы к мясу можно чуть-чуть. Как хочешь. Я просто подумал, что кетчуп это, как правило, ну, название магазинное, а там и сахар, и всякая ерунда. А Не домашняя кетчуп, а аджика. Домашняя. аджика — это другое дело. Наверное, кто-то скажет, мы и не думали, что когда-то они сюда зайдут и будут здесь находиться. Ну да. Точно не в следующей серии. Да. Тут сразу и печка, и стены, и кровати. Да. И сейчас еще подвезут люстру там. Так должны еще и газ провести. Газ уже есть же, мы же растапливались газом. Ты знаешь, говорят, что в новый дом или в новую квартиру надо сначала пускать кошку. А мы привезли Карлоса. Поэтому не знаю, надо Найка сюда везти. Ну да. Не, ну я же говорил, что не хочу его тягать, если мы так на одну ночевку, смысл его тягать. Он где-то забежит, потом его ожидать можно день-два. Значит, выхлопную трубу нужно делать еще выше, Леш. Чтобы она была на метр выше нашей самой высокой точки. Чтобы хорошо она проносила что туда, что туда. Потому как днем в основном ветер дует с речки сюда, а ночью, если тихо, он потихонечку идет туда, с леса. Тянет на воду его. Так, термос там на улице. Надо чайник найти, да, чайник поставить. А, вон чайник. Давай, собственно, попробуем чайник, как будет работать. Давай, давай, я не против. Мне что-то двигаться не хочется. Такой бы сейчас бы как упал. Ой. Туда я. Чадит она сюда, вытягивает. Сюда идет. Да, да, я знаю.
уже так перекусил немножко. Сильно нельзя с голода сильно наедаться, а то можно заболеть. Поэтому сейчас надо чайку. Не, ну мы, видишь, печка, а она так, извините за выражение, друзья, еле бздит. Там, во-первых, ну, так у нас всегда говорили раньше. Я не знаю, у вас так было такое выражение? Ну да. Вот. Ну, у нас вот, где я раньше жил, в Луганской области, у нас всегда такое говорили, что, говорит, печка, говорит, печка у вас хорошо, говорит, да нет, говорит, еле бздит. Говорю, сегодня нужно перед сном пообрезать все вот эти вот возле печки листики. А он же, видишь, на печке. Да, уже На трубе. обуглился. Ага. Ты уже тоже потрапезничал? Ну, конечно. А то все, я умираю, я умираю. Спасите, спасите, спасите. Караул. Сколько? 8 часов. 8 часов, да. Еще можно работать и работать. Минут 15. Проволока вообще не передает тепло. Тут холодная прям. Тут горячая. А тут холодная. Ты как этот самый маленький в розетку 2 пальца засунула, как шуранула только, ой, бьется, так и ты. Если честно, у меня были сомнения, вот, во всяком случае надежда, что не будет там такого количества мышей. Но сегодня они, к сожалению, развенчались. Бегают там как бегемоты, зараза. То там, то там. Как-то необходимо с ними будет опять бороться. Как в землянке. Главное, что именно первый год их было много, а потом все, они так редко приходили в гости, наведывались. Поэтому я тебе и говорил, что это в основном, смотри, вот эти вот колоски, которые, они с них домики лепят, которые там, это ж, вот смотри, многие подписчики пишут, что вы называете его камыш, это не камыш. И вообще-то, я так действительно думаю, что это не камыш. Это метелка, это у тростника, вот это вот растет. Ну, у тебя ж Википедия рядом. Нажал и увидел камыш, как выглядит. Как рогоз, как камыш, как, ну, очерет это украинское. Есть, Но конечно. очерет это- Поэтому я тебе говорю, что, Это скорее камыш. всего, а? Ну, з украинский очерет это камыш. Так же ж так. Слышишь? А от печки уже отодвинулся, Леш. Видишь, что-то ему жарковатенько стало там. То он у самой плиты лежал, там у самой печки. А это, смотри, передвинулся. Ну что, печка прошла испытание на нагрев чайника. Ну да. Не моментально, но закипел. Леш, давай в форточку дрова подавай. Это что ж ты не ловишь? Давай. Опа. Есть одна. Четыре влезет. Это 14 влезет. 14? Ну-то ты... Третья влезет, да? Там просто ж, ну, было, это ж не пустая. О, так и это влезет. Сейчас посмотрю. Да нет, там не влезет вверху уже.
Вот и моя кровать. Елки-палки. Тепленько у нас. Ты чуть не упал с этой кроватью там. Кровать выпустил. А у меня ведро сорвалось. Опять нес, сорвалось, хлоп и рассыпалось. Пришлось мне назад возвращаться, досыпать ведро. Ручка оборвалась. Ведро здоровенное. Опа, есть. Завтра еще нужно крышу залатать, запаять. Вот эту штуку сделать, железную вставку под дымоход. Да. Что еще? Ну, вроде как из основного, наверное, вот это. 1,80 м. Ну а 7 сантиметров куда мне деть свои? Я не знаю, а тут сколько у тебя будет? А ну-ка. А ну. Сделай там 1,90 м, чтобы я понимал. Вот так? А, ну Да. еще более-менее. Смотри, что там листы не поломал. Тут тоже ж надо класть. А ты будешь смотреть, наоборот, ту подложку под эту надо будет тебе подложить. Ага, да, подложить. Карлос, а ну текай. Отходи. Карлос, вылазь. Давай сюда, поближе. А на сколько? 1,80 м, да? Наверное, надо поменять. Можно даже сюда матрас. Карлос, не наглей, пожалуйста. Кстати, там же матрас есть, да. Принести матрас, спасибо. Холодный не буду, я лучше на каремате. Карлос, слазь отсюда, не наглей. Давай, давай. Карлос пришел объясняться. Будет у тебя этот свитерок. Сейчас подстелим. Тук. Так, Мебель вы заказывали. кого заказывали? Мебель. Мебель? Кровать для ребеночка, детская. Та ребеночек, он уже уснул. Смотри, На полу. на полу уснул, бедненький. Бывает. Делаем тебе люлю. Да. Так, подкопать чуток. Вот. А что ты не хочешь, смотри, положить вот это сюда, а второй конец сюда? Не, я вот так ему думал. Параллельно. Да? Да. Так, сюда надо что-то подсунуть. Ты знаешь, он его ночью перевернет. Вот это ты Да не, ну, сунешь ну, сюда. Вот это я тебе говорю, вот давай лучше вот так вот положишь. Ты. Или так лучше будет. Да, мне кажется, это так неплохо. Блин. Так высоко. Все, Карлос, иди. Ай, вот она, твоя кровать. Залазь. Сюда. Давай. Ага. Пойдет? Ложись, Извини, ложись. не у печки. Молодец, молодец. Только что с Юрой не можем понять. Дым как повалил. Подумали, что ветром задувает через вот этот незакрытый проем. И не поймем, в чем дело и как решить проблему. Думаем же, что ночью так спать невозможно будет, если ветерок сюда будет так задувать. А потом поняли, что это, оказывается, дымит не оттуда, а когда я колол щепки, распаливал, когда залетела одна
вот такая деревяшечка под печку туда, под низ. И оказывается, она настолько раскаляется, что на расстоянии сантиметров 10-15 вот до земли, там на земле начало вот дымить кусок дерева. Практически воспламенился, но начал дымить, обуглился. Надо с этим что-то решать. Я думаю, я тут не буду продевать. Не, кирпичи положи, вон же, вот целая куча. Тут еще прихвачу вверх, чтобы он не отвалился. Я думаю, сейчас уже дырка меньше будет. Ну, конечно. Она рвется так легко, этот материал. Да. Конечно, он ломается. У нас уже были мебельщики. Нет, это Дед Мороз подарки принес. Ага. Опять мебельщик пришел. Вам подарочек нужен? Полка книжная. Полка книжная. Двухъярусная. Так а что, нет уголков? Были же они. Ну нету. Не в кастрюле должны быть, значит. Да и так не получится. Сейчас я выкручу, что. А, у меня есть сверлышко. В куртке сверлышко есть. Можно просверлить. Давай. Сверлышко. У меня не попадает. Надо на тебя до последнего пенька, тогда я... Не, она тут куда? До последнего пенька она не получится. Она, во-первых, пенек не держится ни хрена. Это. Ну, туда. А ниже. Или туда до тебя наоборот. А ниже. Да куда до меня? Короче, сейчас я вот тот уголок перекрутим. Сейчас я сюда закручу, прокручиваю дырку. Перекрутим вот сюда. И здесь присобачим где-то его. По высоте надо больше или... По-моему, не- Я вот что подумал, если у нас нету окон и стен, значит мы натопили уже весь лес, поэтому у нас тепло стало. Ты видишь, уже разделись. Это, ну, а ты видишь, что я эту дырку закрыл? А, вот оно что. Михалыч. А это что не закрыл? А? Нету второй палатки. Какой палатку? А, ты палатку поставил? Да. Да. Ну что, будьма Да, с новосельем. с новосельем, да. Так, ну а там плазму повешу. Ну да. Кинопроектор сюда поставим. Да. Ну и ты На смотри всю кино стену. на всю стену. У нас тут всей стены нет. Тут труба мешает, там дверь. То есть Не, ну а получится сколько там? Вот так вот, нормально. 45-я диагональ. Ну что, до самой трубы тут можно 1,5-метровые. Холодильничек. Уже почти готовый. Да. В принципе, можно и холодильничек, да, сделать. Вот так выкопать его. Не можно, однозначно Крышечку, надо. Он да. уже, считай, есть у нас. Да. Только Ну его тоже надо вылаживать тогда с камня, чтобы у крышечку меня хорошую сделать. есть этот бидон алюминиевый молочный, только не обычный, а короткий. Ага. И вот в него удобнее залазить, чем глубокий, там по локоть. Ну Не да. по локоть, а по плечо залазить, а там он по локоть. Продукты сложил И туда. не да? сильно глубоко надо укапывать. Ну, по-моему, наверное, удобнее, чем обычный бидон.
Да и хватит, на самом деле, сколько там тех продуктов для холодильника надо. Можно, на самом деле, конечно, и два закопать. Один большой, другой маленький. Да. Я помню, мы с бабушкой и дедушкой, когда отдыхали с самой весны, туда приезжали, деда привозили его сотрудники, бывшие по работе, на грузовике. И мы туда везли доски, там полиэтилен, газовый баллон. Делали такую, тоже сразу заезжали в лес. На тот момент разрешено было без проблем, там, ну или договаривались как-то с лесниками. Нарезали сосновых бревнышек ровненьких, притянули. Вот. Полиэтиленом обтянули летнюю кухню. Раскладушки, газовый баллон, печка газовая, холодильник опять же такой. Я помню, с тех пор запомнил, как это масло сливочное хранили, что в баночку с водой и в холодильник. И оно хранится долго. Ну да, в баночку с водой, это чтобы меньше кислорода был, доступ кислорода. Класс. Так что вот у меня откуда это землянки. Мы же вот, я когда вот таким был, вот строили вот такие домики. Ну, в детстве не только домики, как говорится. Это не в детстве, это ну, на тот момент деду уже лет 80 было. Бабушке там чуть меньше. Ого, время сколько. Я уже сплю давно в такое время. Ой, 22:42, ничего себе, вот это да. И смотри, а мы еще планировали, что будем ложить печку. Оказывается, вот только мы тут более-менее быт настроили. Так. Надо, наверное, принести еще пару дровенячек, чтобы ночью уже не бегать. И перед сном затолкать, я думаю, что до утра можно отдыхать. Да. Тук-тук. Да, это что-то. Дровишки. Какой пень огромный. И туда пролетит аж со свистом. Так, Ну да. тапочки нашел. Ну, туда еще можно. Смотри, подуло сюда. Да вижу, ну а что сделать. Когда полностью открываем. Во время работы показалось, что просохли ноги, когда зачерпнул в сапогах. Сейчас разулся, так-то нет. Еще мокрые. Все, друзья, справились с работами на сегодня. 11 часов. Я в такое время уже сплю давно. Поэтому сразу укладываюсь. Юра еще может в комментариях. А я баюшки. Так что до утра. Спокойной ночи.